Здравствуйте, друзья! Как македонцы покорили Грецию? Филипп II был царем Македонского царства и важным политическим деятелем классической античности. Филипп принадлежал к царскому дому Аргиадов, происходивших из дорического рода Тименидов, правивших в Аргосе и происходивших от Геракла. Он родился в Пеле в 383-382 годах до нашей эры. Его отцом был царь Аминтас III, матерью Эвридика, дочь правителя Лиггасиры. Филипп был третьим сыном в царской семье. После смерти отца трон занял его брат Пердика III. Весной 359 года до нашей эры Пердика во главе 4000 македонцев столкнулся лицом к лицу с иллирийцами во главе с Фардилиасом на северо-западной границе Македонии. В этой кампании Пердика погиб, и таким образом Филипп взял на себя все управление Македонией в качестве уполномоченного Аминты IV, его младшего преемника и племянника. Македония до правления Филиппа. Македонский народ время от времени перемещался из северо-западной Македонии в центральную и южную. У подножия Пирейского горного хребта близ Алиамакона они основали свою столицу – Эгес, которую археологические раскопки идентифицировали с сегодняшней Вирджинией. Когда Филипп II взошел на престол в качестве уполномоченного Аминты, он смог стабилизировать ситуацию на границах Македонии и объединить страну. В дальнейшем он создал сильную армию, которая включала пехотную фалангу и аристократическую конницу гейтаров, принял меры для развития экономики и начал чеканить монету из золота и серебра. Имея опыт фиванской армии, он занимался обучением и снаряжением македонских войск. Он принял тактику фиванской косой фаланги, впервые примененную Эпоминандоном, и благодаря большой практике и последовательным кампаниям его армия постоянно находилась в боевой готовности и обладала высоким боевым духом. Благодаря всему этому Македония стала мощной державой и начала активную внешнюю политику. Филипп использовал для расширения своего влияния династические браки. В числе его жен были эпирская царевна Олимпиада и дочь царя фракийцев. Вел войны в Иллирии, Фракии, вмешивался в дела Северной и Средней Греции. По одной завоевывал греческие колонии на северном побережье Эгейского моря. Военные и дипломатические действия Филиппа II. Воспользовавшись смертью царя Пиона Фагиса, он вторгается в Пионию и подписывает договор с пионианцами, прекращающий выплату им денег. Летом 358 года до нашей эры Филипп разгромил иллирийцев на Пелангонской равнине. Вардилис был убит, и таким образом Филипп, можно сказать, отомстил за смерть своего брата, Пердики III. В то же время между македонцами и молосами Эпира, которым также угрожала опасность со стороны иллирийцев, установились дружеские отношения. Подтверждением этого благоприятного климата стала женитьба Филиппа на Олимпиаде, дочери молосского царя Неоптолема, матери Александра Македонского. В 357 году до нашей эры Филипп захватил Амфиполь, а в конце 357 года до нашей эры, в начале 356 года до нашей эры захватил Пидну. Летом 356 года до нашей эры он захватывает Патидею во главе македонского и халкидского войск, а затем сдал ее, разрушенную до основания, союзникам Халкидея. В то время, лето 356 года до нашей эры, он также основал македонскую колонию под названием Филиппы на месте Кринидес, старая фасосская колония. Таким образом, с оккупацией Амфиполя он получил контроль над горой Пангеи, которая славилась своими богатыми рудниками, золотыми и серебряными. Далее следует окончательное сведение его счетов с пионами, иллирийцами и фракийскими племенами. Иллирийцы терпят поражение от Пармениона, пионийцы признают верховенство Македонии, а земли к западу от Нестоса покидают фракийцы. За этим последовал захват Аполлонии и присоединение Галипсоса и Ойсима к Македонскому царству. Завершение македонского правления в колониях других городов было достигнуто с завоеванием Метонии, афинской колонии в Пиерии, на западном побережье Термейского залива. Осада длилась много месяцев. Декабрь 355 года до нашей эры, июль 354 года до нашей эры. Во время боя Филипп потерял один глаз. Уже с 356 года до нашей эры Филипп был официально провозглашен царем. В том же году он выиграл Олимпийские игры в конном спорте.
Это повторилось в 352 году до нашей эры с его победой в четверке и в 348 году до нашей эры с его победой в конном соревновании. В 354 году до нашей эры он начинает первую фракийскую кампанию в районе Маронни, Неаполя. В своей попытке захвата он столкнулся с сильным сопротивлением Амадокуса. Наемная часть его флота по возвращению в Македонию терпит поражение от Афинского флота во главе с Харидой. Как македонцы покорили Грецию. На юге Греции три традиционно могущественных города-государства – Афины, Спарта и Фивы – были поглощены конфликтом друг с другом за гегемонию в Греции после Пелопоннесской войны. Спарта после битвы при Мантинее, 362 год до нашей эры, где она потерпела поражение от Фив, по существу уже не претендовала на первенство. Фивы, находившиеся в лучшем состоянии, спровоцировали третью священную войну между Дельфийской Амфиктионией и фокейцами. Афины, благодаря своей морской мощи, превосходили всех, хотя их неспособность содержать постоянный флот в северной части Эгейского моря сделала Филиппа хозяином игры на Фракийском побережье. Первая кампания Филиппа в Фессалии, 355 год до нашей эры, не увенчалась успехом. Он выступил против коалиции Ликофрона, тирана Феры, и Аномаха, полководца фокейцев. Осенью 353 года до нашей эры Аномах победил Филиппа на Фессалийской земле и вынудил его вернуться в Македонию. Однако в следующем году Филипп вернулся во главе реорганизованных македонских и фессалийских войск, осадив Феры и их порт Пагассу. Захват Пагасов до прибытия афинских военно-морских и фокейских подкреплений и поражение фокейцев на поле Крочио, ахейской Фтиатиды, ускорили капитуляцию фероев. Филипп остался в Фессалии и провел ряд реформ. В 352 году до нашей эры он женился на Никисополе из Фереса. Своей дочери, родившейся от этого брака, он дал имя Салоники. В то же время, вмешавшись во внутренние дела Эпира, он взял на свой двор младшего брата Олимпиады, Александра Молосского. Затем он снова обратил свой интерес к фракийско-македонскому побережью, где Македонии не принадлежала только Халкидская область, в которой Олинф занимал видное положение. Разрушив Стагиру, он занял Тароний и Микиверну, порт Олинфа, а затем занял и сам Олинф, август 348 года до нашей эры. С 348 года до нашей эры, после последовательных потерь своих колоний и союзников, афиняне переходят к заключению мира с Филиппом. С этой целью они отправляют в Пелло в 346 году до нашей эры мирное афинское посольство, в котором участвовали филиппинец Эсхин и антифилиппинец Демосфен. Известно, что Демосфен был самым яростным противником Филиппа в Афинах. Памятны его алинские речи, которым он поддержал проведение более агрессивной политики по отношению к Филиппу. Весной 346 года до нашей эры в Пеллу прибыли послы почти со всего греческого мира. С заключением Филократова мира после трехмесячной обструкции Филиппа он и его союзники обозначаются договаривающимися сторонами с одной стороны и афиняне и их союзники. Прежде чем мир будет подписан, Филипп оккупирует Алос и заставляет фокейцев исключить и изгнать их из Дельфийской Амфиктионии. В то же время он установил в Фермопилах македонский гарнизон, обеспечив тем самым связь Фессалии со Средней Грецией и закрепив свою власть в самом сердце Греции. Завоевав скифов Атеи, он укрепил власть Македонии и в этом регионе. Весной 339 года до нашей эры Филипп и его войска вернулись в Македонию. После поражения, которое они потерпели от рук варваров Трибалоса, армия была разбита, а сам царь был ранен. Битва при Хиронее, 338 год до нашей эры. Во время отсутствия Филиппа он находился в Македонии, произошли разные события. Афиняне возглавили формирование антифилиппинской коалиции с участием Эвбеи, Мегары, Ахаи, Коринфа, Акарнании и Корфу. И поскольку Филократов мир был нарушен обеими сторонами, объявили Филиппу войну. Осень 340 года. Но фиванцы также заняли Никею и восстановили контроль над Фермопильским проливом. Филипп сначала попытался заключить мир с афинянами и фиванцами, но Демосфен снова помешал этому. По приглашению Дельфийской Амфиктионии Филипп встал во главе ее войск против кощунственных амфисеев и направился в Южную Грецию. Решающая битва македонцы против афинян и фиванцев произошла в Хиронее, Биоте, 22 августа 338 года до нашей эры.
македонские войска одержали сокрушительную победу. Очень важную роль в этом успехе сыграла македонская конница во главе с Александром Македонским, сыном Филиппа. Оборонительная тактика афинян и биотийцев, неопытность афинских воинов и отсутствие грамотного полководца также способствовали победе македонцев. После победы при Хиронее Филипп мягко обошелся с афинянами, так как знал, что их флот необходим в его будущем конфликте с персами, но сурово наказал фиванцев. Третья традиционная держава Древней Греции Спарта теперь была ограничена ее территориями. На Коринфском конгрессе 337 год до нашей эры Филипп, наложивший общий мир на все города Южной Греции, не подписала только Спарта, объявил себя правителем Общеэллинского союза. Он также собрал представителей городов, предложив свое намерение совместного похода против персов. Филипп отступил в Македонию и начал подготовку к походу против персов, с которыми уже с 342 года до нашей эры он разорвал отношения. В эту кампанию он возьмет с собой своего сына, Александра. Кампания началась с отправки 10 тысяч македонцев во главе с Парменионом в Азию под предлогом разрушения греческих святилищ во время Медийских войн. Эти воины освободили греческие города от Гелеспонта до Майн-Андра и заняли земли между ними. Убийство Филиппа. Грандиозные планы Филиппа были бесславно сорваны. В октябре 336 года до нашей эры он решил выдать свою дочь Клеопатру замуж за ее дядю Александра. Во время празднования в начале свадебной церемонии Филипп был убит своим телохранителем Павсанием, который в свою очередь вскоре был убит Леонатом и Пердикой. Почему Павсаний убил Филиппа? Есть множество версий убийства царя, однако точного ответа никто не знает. Филипп II был женат на 7 женщинах – Фила, Эвридика или Аудата, Филинна, Олимпиада или Миртали, Нисикиполис, Мида и Клеопатра. Он был великим военным и политическим лидером. Отличный стратег, он превосходил стратегическим умом любого правителя. Он умел использовать каждый час, каждое мгновение и возможность. Он не поддавался сиюминутным волнениям и страстям, хотя известны 2 его большие страсти – женщины и вино. Его сын Александр Македонский позаботился о том, чтобы превратить гегемонию в империю и распространить греческую культуру в глубины Азии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.